Итак, это cs50 из программирования на питоне. Меня зовут Дэвид Меллон, и это наше занятие по исключениям. Исключения, так же как в питоне, как и в других языках программирования, говорят о проблемах в нашей программе. Соответственно, если что-то исключительное случается в нашей программе, это значит, что что-то пошло не так. Так что может пойти не так? Так я открою весь код на моем компьютере здесь, и в окне терминала создам новый файл hello.py. Это создаст новый таб, и я напишу очень простой код, просто чтобы сказать «Привет, мир». Итак, print hello world. И теперь позвольте мне закрыть кавычки. Это немного грустно, потому что я пропустил всего лишь один знак. И теперь давайте я оптимистично попытаюсь запустить эту программу и нажму Enter. И это моя первая ошибка. Я написал всего лишь одну строку кода и вижу ошибку уже сразу. Вы можете увидеть, что это синтаксическая ошибка, syntax error. Так это синтакс, ассоциированный с моим кодом, и он чем-то неправильный. Итак, он мне объясняет, что это unterminated string literal. Unterminated в целом значит, что я что-то начал, но что-то не закончил. String, строка, это, конечно, набор символов, и literal означает, что это что-то, что я напечатал, то есть это не переменная. Fix будет, конечно же, закрыть эту кавычку. Я перезапущу программу, и теперь я говорю «Привет, мир». Итак, проблема с синтаксическими ошибками здесь обозначает, что вы должны решить ее. Вы не можете просто надеяться, что оно само разрешится, или ожидать, что другие части ошибок будут решены, но это единственная ошибка, которая должна быть решена вами. Но также есть рантайм ошибки. И это на самом деле на вас, что делать с этой ошибкой. Например, это ошибка, когда пользователь ввел какие-то либо данные и опечатался, например. Итак, допустим, я открою новый файл и напишу код number.py. Давайте поиграем с цифрами в питоне. Итак, после того, как у нас открылся новый таб, я напишу относительно простую программу, которая спрашивает пользователя переменную, например, x, и после этого делает что-либо с этой переменной. Итак, я печатаю x равно возвращаемое значение инпута, который спрашивает, чему равен x, и потом я... Но вспомните, что проактивно, если я создаю, точнее забираю переменную от пользователя, я должен конвертировать ее в int. Таким образом, x будет integer, целым числом. Итак, теперь я напечатаю кавычка x равно x. Но я не хочу писать x буквально. Я внедрю значение переменной сюда. Таким образом, я обрамляю фигурными скобками и вначале поставлю f. Теперь, когда я сделал это, давайте посмотрим, что произойдет. Я перехожу в терминальное окно, запускаю программу. Пока что все хорошо. Я ввожу 50. И так, похоже, что это работает. Программа, похоже, что работает. Или нет. Что может пойти не так в этой программе?
Даже несмотря на то, что пока что все идет хорошо. Что может пойти не так? Особенно если не я взаимодействую с программой, а кто-либо другой. Что может пойти не так? Так, кто-нибудь может сказать, почему наша программа на самом деле некорректна? У меня проблема того, как я слышал вас, но я думаю, что вы сказали, что если пользователь не ввел целое число, то я не могу просто конвертировать его в интеджер. Итак, давайте я попробую симулировать эту проблему. Заново запустим number.py. И на самом деле, когда вы тестируете ваш код, хорошая идея — это протестировать пограничные случаи, corner кейсы так называемые. Например, 0. 0 работает. Какой другой corner кейс может быть? Давайте попробуем негативные числа, отрицательные. -1 все еще работает. Давайте попробуем сейчас. Я пробовал положительные числа, отрицательные числа. Как насчет cat, кошки? Я введу эту строку, и я вижу другую тип ошибки. Это не syntax error. Я не забыл какую-то часть синтаксиса. У меня на самом деле проблема с каким-либо значением. Итак, на что это ссылается? Value error. Объяснение. Invalid literal for int with space 10, в кавычках cat. Так, такие ошибки пишутся для программистов. Итак, давайте посмотрим, что мы можем посмотреть здесь. Invalid literal. Опять, literal — это что-либо, что может быть непечатно. Int обозначает base 10 обозначает, что мы ссылаемся на десятичную систему числений. И в конце концов мы видим, что на самом деле Python не нравится кошка в кавычках. Может быть, я могу добавить описание пользователя, например, пожалуйста, печатайте именно integer, целое число, не печатайте кошку и так далее. Но на самом деле мы должны писать код с идеей об обслуживании ошибок в голове. Например, пользователь может просто быть невнимательным, но может быть хуже. Он может быть хакером и пытаться ввести неверное значение. Итак, у Python есть ключевое слово try, которое позволяет попробовать сделать что-либо. Дальше он может проверить, не случилось ли что-то исключительного. И после этого есть другое ключевое слово accept, обозначает, что я могу сделать что-либо за исключением, когда что-либо идет не так. И в этом случае я могу сделать что-либо другое. Итак, давайте я попробую модифицировать этот пример. И наверху напечатать try и двоеточие. Говоря Python, попробую следующее. Потом я сделаю индентацию к следующему коду. И потом новая строка accept value error. И заметьте, это важно, что я капитализировал V и I в данной строке. Это дает мне возможность после этого двоеточия решить, что я буду делать в исключительных случаях.
Например, что если, например, могу сказать, что пользователю, что x не равняется целым числом. Заметьте, что индентация важна. В этом случае тоже. На строке 5 происходит то, что случается, если у нас пошло что-то не так. Итак, перезапускаем программу. Итак, 50 все еще работает. Итак, вводим кошку. И теперь я вижу абсолютно точно, что x не равняется целым числом. И вы теперь можете обработать ошибку за пользователя, для пользователя. Давайте я остановлюсь здесь и посмотрю, есть ли у нас какие-либо вопросы по try и accept. Является ли value error единственной проблемой, которую мы можем схватить? Нет, конечно, могут быть другие проблемы, другие исключения, которые мы можем обработать. Другие вопросы? Yes. Sir, actually, to use the accept block, you need to know the type of error, right? Like here you knew it was a value error. What if you can't anticipate this particular type of the error? A really good question. So I'm being very good about catching, so to speak, the very error that I know might happen. Я смог схватить ошибку, которая я ожидаю, что может прийти, но в Python вы можете сказать что-либо, что если что угодно пойдет не так. И вы можете исключить value error вообще, написать accept двоеточие. Но на самом деле это является плохой практикой. На самом деле, потому что может случиться какая-либо ошибка, которую вы не ожидаете. Это подходит для ленивых, но на самом деле, еще раз, это плохая практика делать таким образом. It is not great about telling you proactively what kinds of errors can be raised in this way. So it's a bit of contradictory advice. You should do it this way, but it's not always obvious what you should be checking for. But you get better at it with practice. And some of the times does spell out what could go wrong. Позвольте вернуться к компьютеру и сказать, несмотря на то, что это лучший код, является более хорошим, чем предыдущий. Тем не менее, многие пользователи, тем не менее, я могу обработать его более элегантно. Здесь вы можете увидеть, что я все еще немного ленив. Смотрите, я пробую не одну строку кода, но две. Это небольшая проблема, но на самом деле, если мы хотим следовать лучшим практикам, мы должны пробовать засовывать в блок кода try только те ошибки, которые могут породить исключение. Я более чем уверен здесь, что print в порядке вещей, и он не может породить исключение. Поэтому я могу сделать следующим образом. К сожалению, делая таким образом, проверяя минимальную работу, которая могут породить ошибки, я сделал другую ошибку. Так, давайте я запущу код, сделаем корректно, это все еще работает, но теперь еще раз попробуем нули, кошек. Я напишу кошка, и теперь у меня другая ошибка. Name error.
And what does this name error mean? Well, just as a value error refers to that, the value of some variable, the value that Итак, value error говорит о том, что у нас значение какой-либо переменной некорректно. Name error говорит, что какая-то проблема с вашим кодом. Итак, давайте посмотрим на код еще раз и определим, на что он жалуется. Итак, здесь я вижу name x is not defined. И если я посмотрю на строку 6, то я вижу, что он работал до этого. Я определяю x на строке 2. Но давайте я спрошу группу здесь. Почему x не определен на строке 6? Даже несмотря на то, что я определил его на строке 2. Это потому что x у нас был определен в блоке try, но на самом деле scope переменной не распространяется на внешний код. Хорошая попытка, но на самом деле нет. На самом деле в питоне это работает. Scope переменной распространяется и на внешний код. Это ли потому, что x является локальной переменной, и он не определен не try except? Все еще хорошая терминология. Мы говорим о локальных и глобальных переменных. В данном случае опять нет. Что случается здесь? Говорит о последовательности операций. И когда мы говорили о присвоении, операторах присвоения, мы говорили о том, что input получает данные от пользователя. Он всегда возвращает строку. Но что может пойти не так? Когда я передаю эту строку в функцию int как аргумент, проблема в том, что эта int-функция создает ошибки. Так, код, который создает проблему, подсвечен у меня здесь. И здесь мы ловим эту ошибку. Но потому что эта ошибка происходит с правой стороны от знака равенства. Никакие данные не скопированы в x. Потому что value error случается слишком рано. Итак, мы просто не дошли до той части, когда x определяется и его значение копируется справа налево. И таким образом оказывается, что в питоне есть еще одна фича try excepts, которая обозначается ключевым словом else. Мы видели else до этого, мы видели if, elif и else, который определяет, что должно случиться, если ничто из предыдущего не произошло. То же самое происходит здесь. Вы можете попробовать следующее, в противном случае сказать следующее, но если все идет по плану, сделать это. Итак, неважно что, Python будет пытаться этот код, если он произойдет. После этого мы идем в строку 6.5. Строки 6.5. With these try except blocks, but that's okay. That's part of the language. That's one of the features. So now if I rerun this code in my теперь, если я перезапущу этот код,
Python number.py, что-нибудь для корректного, я вижу, что x равно 50. 1 и 2 строки были выполнены. Exception не случился, так что строки 3 и 4 игнорируются, и мы прыгаем к строкам 5 и 6. В противном случае мы пишем cat или другое слово, мы не видим, чему равен x. Мы видим, x не является целым числом. Итак, позвольте мне остановиться здесь и посмотреть, есть ли у нас какие-либо вопросы. Try, except, else, time error или value error. Можете вы, пожалуйста, повторить? Name error. Да, давайте просто перемотаем код сюда, который выглядел следующим образом. И здесь я получаю name error. Name x is not defined. Итак, давайте подумаем об этом дедуктивно. На строке 6 я вижу то, что x еще не определен. Итак, почему это должен быть определен? Очевидно, он должен быть определен на строке 2. Но что пошло не так, если у пользователя есть... Пользователь ввел что-либо, что не является числом? Если мы не можем конвертировать слово «кошка» в интеджер вообще, мы не можем это сделать. И в этот момент у нас выполняется такой код, но заметьте, что строка 6 не индентирована, и она происходит в любом случае. Даже если я написал 50 или я написал кошку. Но, опять же, если я написал кошку, то x никогда не получает значения. Если я напечатаю L здесь, то он выполнится только в том случае, что если я попробовал и код выполнился успешно вверху. Итак, это немного некорректно с моей точки зрения для пользователя. Просто говорить ему, что x не является интеджером, будет вообще-то более корректно спрашивать пользователя снова и снова, чему является x. Итак, мы уже прошли их. Это циклы. Циклы позволяют нам делать что-либо снова, снова и снова. И мы можем спрашивать пользователя снова и снова и снова, пока он не введет нам нужное значение. Итак, позвольте мне улучшить этот код таким образом. Здесь я создам бесконечный цикл с помощью while true. Если я хочу, чтобы этот код повторялся бесконечно, я пишу true. Пока что мы не вырвемся из него. Теперь я сделаю следующим образом. Try except код я идентирую в этот цикл. Итак, что в этом случае я сделаю, если пользователь получит значение? Я могу сделать break. И здесь теперь я могу напечатать то же самое, что и до этого. X равен x в фигурных скобках. Что происходит здесь? Я думаю, что этот код теперь будет пытаться как минимум один раз, может быть 500 раз, пока мы не получим от пользователя то, что мы от него хотим.
Так, позвольте мне попробовать выполнить эту версию кода. Итак, чему равен x? Для начала 50, x равен 50. Well, I first found myself on line 1 inside of a loop. Hopefully I'll get out of this loop. What did I then do? On lines 2 and 3, Так, на строках 2 и 3 я получаю значение от пользователей и конвертирую в int. Итак, в этом случае для 50 x у нас стал 50. Except не происходит в данном случае. И в данном случае я выхожу из цикла. И после этого я печатаю, чему равен x. Так, другой сценарий. Потом number.py, печатаем cat. X не является целым числом, и снова запрос. Снова запрос того, чего является x. Итак, собака все еще не целая. Так как насчет птички? Все еще не целое число. И так это будет происходить бесконечно. До тех пор, пока у меня не получится выполнить блок в коде try. Я напечатал 50, и теперь x равно 50. Итак, теперь я остановлюсь и спрошу, есть ли какие-либо вопросы. And I'm using the keyword break in Python to deliberately break out of the loop when I'm ready to. Я использую слово, ключевое слово break, чтобы вырваться из цикла. Можем ли мы просто напечатать вместо того, чтобы делать break? Into my loop here, thereby shortening the program, and in general that's been a good thing. Python of number.py enter. Так, теперь запустим программу. 50. x 50. Чему равен x? Может 49. x 49. Может 48. К сожалению, я никогда не выйду из цикла. Может, это фича, но не в данном случае. Мне нужно выйти из программы. Итак, позвольте мне модифицировать это чуть-чуть. Но давайте я перемотаю к предыдущей версии. Can I use break or in exception, except in else? For example, in another print, when you use print in the else, you can use print together with break or something like this? Может, мы можем использовать break вместе с принтом. Итак, вы можете использовать break в циклах или в if, elif, else и так далее. Я использую это в данном случае, но вы не ограничены этим. Я могу избавиться от else, перейти к строке 3 и сделать брейк здесь. Почему это корректно? Что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь получить значение от пользователя, и если что-либо пойдет не так, мы уже это видели, код автоматически прыгнет, выполнение кода автоматически прыгнет к строкам 5 и 6. Но если все идет по плану, то код будет выполняться строка за строкой. Итак, 50, Enter. Работает. Я вышел с цикла. Какой способ лучше? Если честно, я думаю, что он может пойти таким способом. Даже если я пытаюсь выполнить код и так, и так. Здесь меньше кода в данном случае. Вы можете поспорить о том, какой вид лучше на самом деле для читабельности.
Но обе версии имеют способность к выживанию. Может быть, было бы замечательно создать мою собственную функцию, которая будет называться getInt, которая будет возвращать целое число. Я могу ей поделиться с другими пользователями. Итак, позвольте мне избавиться от этого, определить функцию, которая будет называться getInt, без аргументов, и весь предыдущий код я помещу в эту функцию. Так, теперь у меня есть функция, которая называется getInt, которая пытается сделать следующее. Получить вот от пользователя. Если он корректный, то выйти. Если некорректный, покричать на пользователя и запросить снова. Но теперь мы будем не только делать break, теперь мы будем делать return. В данном случае у функции не будет side-эффекта, он будет возвращать значение, не будет печатать ничего на экран, как side-эффект. Итак, мы создадим новую функцию main, напишем там x равно getInt, и после этого я буду выполнять print, как и до этого. И внизу программы я буду вызывать main. Так, посмотрим, как это работает. Итак, Python number.py. Похоже, что это работает для 50. Напишем кошку. X не равно интеджеру. Снова запрос. Хорошо, теперь 50. И теперь это напечатано. Итак, что происходит здесь? Я сделал абстракцию от этой абстракцию получения x. Тут всего лишь 3 строки кода сейчас. Эта функция getInt все еще внизу, но мы сейчас обсуждаем только логику. Могу я сделать лучше этот код? Давайте я уберу все эти пустые строки. Могу ли я сделать эту имплементацию getInt еще лучше? Что я могу сделать? Позвольте мне предложить, что здесь вместо того, чтобы делать break, и после этого сразу же возвращение x, почему бы мне просто не вернуть x? Итак, здесь опять же return используется для возвращения значения функции. Но оказывается, что return что-то вроде круче, чем break. Он не только возвращает значение функции, но также выходит из цикла. Могу ли я сделать это еще более компактно? Если моя цель уменьшить количество кода, что я могу сделать сейчас? Чтобы сделать его лучше читабельным, более читабельным, вы можете просто вернуть значение на строке try. Да. Позвольте мне скорректировать чуть-чуть вас. На самом деле это не try функция, это statement, инструкция try. Да, я могу здесь сделать возврат из функции, прямо здесь, в этом месте. Или как мы говорили, что если мы не используем переменную, мы можем избавиться от этой строки здесь и даже избавиться от объявления x. Я могу просто вернуть это значение.
Что лучше? Я не знаю. Некоторые люди могут не согласиться. Я говорю, что на самом деле у нас здесь меньше кода, и меньше вероятность, что я могу сделать ошибку. Но, с другой стороны, это вовсе не очевидно, что я возвращаю откуда. Если вы сделали это осмысленно, то это хорошо. В противном случае вы просто говорите, я просто сделал это таким образом, почему бы и нет. Лучше, если вы сделали это решение осознанно. Итак, программа, возможно, немного назойливая. Она просто говорит, x не равно, x не интеджер, x не целое число, x не целое число и так далее. Итак, если в питоне вы хотите перехватить исключение, но не хотите делать с этим ничего, вы можете использовать ключевое слово pass. Так, позвольте мне перейти к нашему коду здесь. И вместо того, чтобы говорить, что x не целое число, я могу просто написать pass здесь. Я все еще перехватываю эту ошибку, но я просто переспрашиваю пользователя. Итак, запустим программу и видим, что происходит. Итак, кошка. Вот x. Dog. Вот sex. Bird. Вот sex. Возможно, это более user-friendly, так скажем. Вы можете пойти обоими путями, но с другой стороны, это просто другой механизм, чтобы обрабатывать эти ошибки. Так, позвольте мне сделать паузу здесь и узнать, есть ли у нас какие-либо вопросы по предыдущим пунктам. Because I'm noticing, obviously going through it, just the whole logic and breakdown of the entire function, while through do this. But I'm just kind of curious on elaborating with the indentation for the code more. Yeah, so the indentation is deliberate logically. Some languages don't require as rigorous indentation. You can use curly braces. Итак, вопрос в том, зачем я использую индентацию здесь, когда я использую функцию. В целом, каждый раз, когда вы пишете строку кода, которая здесь, и строк кода, которая индентирована ниже, это говорит о том, что она ассоциирована с предыдущей строкой. То есть, что это означает? На строке 6 мы определяем здесь функцию getInt, в которой нет аргументов, двоеточие. Все, что индентировано здесь, как минимум 4 пробелами, ниже. Я уверен, что дизайнеры были просто устали от такого ужасного кода, который в C++ или Java. И теперь это просто встроено в язык. Так, на строке 7 индентация также важна. Заметьте, что здесь 8 и 12 отступов, соответственно, для каждых строк, для разных строк. В общем и целом, индентация у нас используется здесь, потому что мы в цикле, на строке 9 индентация, потому что мы используем конструкцию try на строке 8.
То же самое для следующих двух строк кода. То есть индентация просто говорит о том, что ассоциировано с чем. И у нее есть замечательный сайд-эффект, что для вас самих на следующее утро, для учителей, для всех остальных код намного лучше читается. Итак, еще вопрос. Первый вопрос. And question 2, problem set 0 referenced some string methods, including is numeric. Is it any different to go via is numeric here? Итак, первый вопрос. Если я обрабатываю исключение таким образом, что использую слово pass, таким образом я вызывающий ничего не может узнать об этой переменной. И второй вопрос относится к проблем-сету, домашнему заданию, которое необходимо решить. I would generally say that the Pythonic way of doing things is often, for better or for worse, to try things, hope they work, but if they don't, handle the exception. Итак, питоническим подходом будет являться пытаться попробовать вещи. И если они пошли не так, тогда что-либо делать с этим. Питон что-то вроде того, что попробовать вещь и надеяться, что она работает, и в противном случае попробовать исправить это. Итак, позвольте мне сделать здесь финальное улучшение, чтобы улучшить эту функцию. Допустим, что мы не захардкодили. Давайте попробуем сделать эту функцию getInt более переиспользуемой. Давайте увидим, что в main определяется переменная x, и на строке 9 спрашивается, чему равно x. Было бы замечательно, если бы вызывающий мог сказать вызываемому, какую переменную мы хотим получить. Так что давайте я попробую улучшить таким образом. Я добавлю параметр в getInt таким образом. What's x? Чему равен x? Таким образом, мы в main спрашиваем пользователя, что мы хотим от него получить. Итак, как мне заставить это работать здесь? Я перехожу в определение getInt и ставим параметр, который prompt, который говорит о том, что вы хотите получить от пользователя. И здесь я просто буду использовать этот prompt. Таким образом, мой код более переиспользуем. Он работает все тем же образом, но теперь он более динамичный. Мы просто передаем prompt от функции main вниз. Итак, перепроверим программу, все еще работает. Для кошки все еще работает, для собаки и так далее, все еще работает. Итак, у нас есть еще одно ключевое слово raise. Мы можем использовать ключевое слово raise, но больше об этом. Raise, чтобы поднять исключение, но больше об этом в другое время. Итак, у нас могут быть name error, value error и всевозможные другие ошибки, которые вы можете обработать и ответить на них таким способом, каким мы хотим.
Увидимся в следующий раз.